вяжем крылышки. Крылышки вяжем белым цветом, крючком 1,25. Так, я набираю, как всегда, 2 воздушные петли и во вторую петельку от крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затянули. Я поставлю маркер. Так, вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 2 прибавки, 1, 2, и дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Третий ряд. В третьем ряду вяжем 2 столбика. 1, 2 и 3 столбика в одну петельку. Вот в эту одну. 1, 2 и 3. 3 столбика. И дальше вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 3 столбика в одну петельку. 1, 2, 3. Это у нас такая тройная прибавка. И заканчиваем ряд 5 столбиками. 1, 2, 3, 4 и 5. Вяжем 5-й ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Тройная прибавка. 3 столбика в одну петлю. 2, 3. И до конца ряда вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6-й ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 3 столбика в одну петельку, 1, 1, 2, 3, и до конца ряда провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Дальше у нас 7-й ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тройная прибавка. 1, 2, 3, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь делаем тройную убавку. Это значит, мы одну полупетельку, вторую полупетельку и заходим на следующий ряд, подхватываем третью полупетельку. И эти 3 полупетли провязываем вместе. Вот такая тройная убавка с заходом на следующий ряд. Провязали. Дальше у нас 8-й ряд. В 8-м ряду провязываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 13, 14. И снова делаем тройную убавку. 1 петелька, 2 петелька и 3 с заходом на следующий ряд. Вот так. И провязали их вместе. Такая убавка. 9-й ряд. 12 столбиков. 1, 2, 3, 12. И снова делаем тройную убавку. 1, 2, 3. Десятый ряд. В 10-м ряду провязываем 10 столбиков. 10. И снова делаем тройную убавку. Три петелечки провязываем вместе. Ну вот уже что-то вырисовывается понемножку. Так, вяжем 11 ряд. В 11 ряду провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4,
8. И также делаем тройную убавку. Одна петелька, вторая и третья петелька. Провязываем их, провязываем их вместе. Так, теперь у нас 12 ряд. В 12 ряду вяжем без изменений 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 13 ряду маркер убираем, провязываем детальку за оба края. Вот вставили здесь и проткнули ее насквозь. И так вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставив длинный конец для пришивания. Вот крылышко готово. Таким же образом вяжем еще одно крылышко. А вот мои крылышки готовы. Пришивать будем вот так. Пока откладываем в сторону. Так, вяжем трусики белой пряжей. Вставляем кончик. Набираем 20 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Может быть, вам понадобится меньше, может больше. Берем тело и вот примерно на середине бок находим, на бочку серединку определяем и замеряем. Вот. У меня подходит. Если что, даже потом немножко в натяг будет хорошо, чем будет свободно висеть. Мне для этого хватает 20 петель. У вас не знаю как. Смотря какая пряжа. Может, вы разные пряжи вяжете. Так, дальше во вторую от крючка петлю провязываем 19 столбиков. 1, 2, 3, 4. Провязали 19 столбиков, делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. И также без изменений вяжем еще второй и третий ряд по 19 столбиков в ряду. Итого у нас получится 3 ряда. Так, вот я провязала 3 ряда по 19 столбиков, поворачиваю вязание
делаю воздушную петельку, да, забыла, поворачиваю вязание, и теперь вяжем 6 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше делаем воздушную петельку и вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, поворот, 2 столбика провязываю. Здесь у нас будут такие как бы укороченные ряды. 2 столбика провязали, теперь убавку, убавка, 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, поворот, убавка, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Воздушная петля, поворот. Теперь вяжем 2 убавки, 1 убавка и 2 убавка. Воздушная петля, поворот, 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, поворот, еще раз 2 столбика, 1, 2. Я сейчас примерю, как у нас здесь. Ну да, все нормально. Все подходит по размеру. Так, провязали 2 ряда по 2 столбика. Воздушная петля, поворот, 2 прибавки, 1, 2, воздушная петля, поворот, прибавка, 2 столбика, и прибавка. Воздушная петля, поворот, 2 столбика, 1, 2, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, поворот, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, поворот,
Так. Теперь так, 7 столбиков провязали. Воздушную петлю не делаем, поворот не делаем. Теперь набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. Поворачиваем. Со второй петли от крючка провязываем 6 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 соединительных столбиков по полотну, да, которое вязали. Не поворачиваемся, никуда не уходим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И со второй петли от крючка вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. И здесь по воздушным петлям тоже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. И теперь 2 ряда мы вяжем по 19 столбиков без изменения. 1 ряд, воздушная петля, развернули, и 2 ряд. Так, вот я провязала 2 ряда, закрепляю ниточку, обрезаю и обрежу, оставлю. Хоть с этой стороны есть как бы конец, да, но я все равно оставлю еще подлиннее для пришивания к телу. Ну вот у нас все детальки готовы, кроме сердца, да. Мы пока соберем нашего купидончика. Я пришью вначале голову. Каркас я сложила вдвое. И сейчас
На всякий пожарный еще раз его обверну изолентой. Вот я обвернула изолентой. И пришиваем. Пришиваем голову. Голова пришита. Все. Теперь я буду пришивать трусики. Потом крылышки. Примеряем. Булавками закрепляем. И пришиваем. Трусики пришили. Теперь примеряем крылышки и пришиваем крылышки. Я сначала на булавке, как всегда, все креплю, смотрю расположение, чтобы все было более-менее симметрично. Так же само впереди крылышки виднелись. Так, вяжем сердечко. И перед тем, как связать сердечко, начать, отрезаем проволоку 11-12 сантиметров и по центру накручиваем такой узелочек непонятный. Пусть будет кривой, пусть будет побольше. Изолентой или лейкопластырем, что у вас есть. Это будет у нас стрела такая. Это пока откладываем в сторонку. Берем красную пряжу и вяжем 2 детальки по описанию, которые вы сейчас видите. На первой детальке мы ниточку обрезаем, на второй детальке нить не обрезаем. Сейчас мы будем соединять эти 2 детали вместе. В первую детальку берем, вставляем крючок и вставляем во вторую детальку. И получается вот так мы соединяем 2 детали. Один столбик, второй и третий. 3 столбиками соединяем 2 детальки. Вот так соединили. Теперь вот так мы вязали, соединили, и теперь мы будем вязать по вот этой части 21 столбик. Так, провязали. Теперь вяжем по второй детальке. Вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим маркер. Провязываем 1 столбик. И маркер выведем, чтобы он у нас потом не выпал никуда, не зафиксируем его. И вяжем еще 10 столбиков. Этот маркер у нас будет для стрелы, чтобы видеть, куда нам стрелу всовывать. Мы как бы ее и сейчас можем, да, могли бы ввязать, но она может легко выпасть и просто будет еще нам и доставлять дискомфорт при вязании. Поэтому пока так. Оставили маркер, и потом мы или в эту, или тут, как бы, да, между столбиками, или здесь мы вставим проволоку. Так, провязали 10 столбиков. Я поставлю маркер. Здесь у нас будет начало ряда. Другой маркер. Этот мы не трогаем, а этот просто для начала ряда. Так, это у нас был 7-й ряд. В нем 42 столбика у нас получилось. Теперь мы вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду
Провязываем 5 столбиков, убавка, повторяем так 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, убавка. И так до конца ряда 5 столбиков, убавка. В ряду должно получиться 36 столбиков. Провязали 8 ряд. Дальше вяжем 9 ряд. И в 9 ряду вяжем без изменений 36 столбиков по кругу. Вяжем 10 ряд. В 10 ряду провязываем 4 столбика, убавка, повторяем так 6 раз. В ряду у нас должно получиться 30 столбиков. Провязали 10 ряд, вяжем 11. В 11 ряду вяжем без изменений 30 столбиков по кругу. Вяжем 12 ряд. В 12 ряду провязываем 3 столбика, убавка. Так повторяем 6 раз. 3 столбика, убавка. В ряду должно получиться 24 столбика. Вяжем 13 ряд. В 13 ряду провязываем без изменений 24 столбика в ряду. Вяжем 14 ряд. В 14 ряду вяжем 2 столбика, убавка. Повторяем 6 раз. 2 столбика, убавка. В ряду должно получиться 18 столбиков. В 15 ряду вяжем без изменений 18 столбиков по кругу. Так, я набила сердце. Больше вот в этих частях. Здесь пусто. Теперь вставлю каркас в наш маркер. Вот так. Вот так будет стрела идти. Потом донабьем. Главное, здесь уже есть. Так, вяжем 16 ряд. Провязываем 1 столбик, убавка 2 раза. Убавка. И вот мы добрались до стрелы. Воздушную петлю я делать не буду. Проволочка тонкая, поэтому я вот так. Видели, да, как? Сразу вставляю сюда и вяжу дальше. 1 столбик, убавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 12 столбиков. Довязываем ряд и набиваем сердечко. Все пустоты.
Сердечко набили. Вяжем 12 ряд. Ой, вяжем 17 ряд. Провязываем 12 столбиков без изменений. И можно будет еще набить сердечко. Так, провязали 17 ряд. В 18 ряду у нас идут убавки. Убавки, убавки, убавки до конца, до полного закрытия. И желательно сделать так, да, чтобы сердечко, ну вот остренькое было. Убавки, убавки. Он так симпатичнее смотрится. Все, убавляем. Ну вот, я сердечко закончила. Ниточку спрятала. И теперь, вот, да, если взять, чтобы сердечко стояло, мне нужно немножко отрезать проволоки, чтобы она мне не мешалась. Точнее, не мешалась сердечку стоять. Вот так. Ну и здесь можно немножко тоже убрать длину. Чуть-чуть. Но это я так для себя делаю. Вы можете оставить длину. Мало ли, может, у вас покороче получилось. Может, вы толстыми нитками вяжете, да? Так. Да, я ее обмотаю нитью мулине. Коричневым цветом таким. Вот им обмотаю и проклею это все. С этой и с этой стороны. Обматываем сердечко. Ну вот я сердечко обмотала. Приклеила бусинку в виде сердца на кончик. И с этой стороны обмотала пряжей. От лотос травки стрейч я отделила вот такую ниточку пушистую. Это как бы вот, которая тянется, осталось такое. И обмотала кончик, чтобы сделать пушок. И теперь сердечко мы присоединяем так, чтобы, да, оно было на одном уровне с ногами купидона, чтобы он у нас получился как треног и хорошо стоял. Поэтому сначала крепим на булавке, смотрим, в каком положении он стоит хорошо. В таком положении мы его и будем пришивать. Я буду пришивать, вот у меня осталась белая ниточка от трусиков, да, я пришью здесь. И здесь уже телесным цветом пришью к телу, к рукам. Тут всего 2-3 стежка и будет держаться. Крылышки пришиты, все пришито на финишной прямой. Ну вот, сердечко пришито. Он стоит, все хорошо. И последний штрих, какой у нас остался, да, что нам сделать надо, это затонировать щечки. Сделать парня румяным. Я тонирую масляной пастелью вот таким оранжевым цветом. Ну вот и все, наш купидончик готов. Надеюсь, у вас все получится связать его. Сердечко оформляем по желанию, как вам больше нравится. У меня вот получилось таких 2 парня. Всех нас с наступающим праздником. Спасибо, что вязали со мной. Пока.